Всем привет! Сегодня фильм «Колючка», 2014 год. Точнее, перевод «заноза». Колючка может быть на кусте, а заноза– это то, что сидит у тебя под кожей и мешает жить, пока ее не удалишь. Покоя тебе не будет. Режиссер Ким Тхе Гюн, в главных ролях Чан Хёк и Чо Буа. Сюжет. Муж живет с беременной женой. Муж работает в школе учителем физкультуры. Туда его устроил тесть. Он же помог купить квартиру. Все хорошо. Но тут в учителя влюбляется ученица и не дает ему прохода. Он изо всех сил пытается противиться этому, но ученица просто одержима этой любовью. Как-то вечером идет сильный дождь, учитель обходит школу перед закрытием, ученица стоит у входа, они попадают в класс, тут выключается свет, они начинают целоваться, он увлекает ее на пол, но тут слышатся шаги сторожа, учитель зажимает ей рот и нос, она дергается, но потом перестает, когда он убирает руку. Она лежит неподвижно, я думаю, ну все, померла, теперь его посадят. Стала переживать за него, но нет, все обошлось. Постепенно ученица знакомится с его женой, становится вхожей в их дом, ночует у них. Муж всячески намекает жене, что от нее надо избавиться, но жена ни в какую. Дошло до того, что ученица говорит жене, что тоже беременна от ее мужа. Жена поет ее снотворным и просит коллегу-девушку мужа помочь ей отвезти любовницу к врачу. Ей сделали аборт, но врач, выйдя к ним, сказал, что она девственница и что никакой беременности нет, но операция сделана и денег не вернет. Если врач видел, что беременности нет, какую операцию он ей делал, очень странно. Жена чувствовала себя виноватой. Между ней и любовницей происходит драка, и у жены начались преждевременные роды. Муж отвез ее в больницу, она родила девочку. Любовница ворует ребенка, топит жену в резервуаре, но муж всех нашел, всех спас. А ученица решает прыгнуть с крыши, когда видит, что учитель выбрал жену, а не ее. Она пятится, учитель дает ей руку, чтобы она спрыгнула с парапета, но она падает, учитель успевает схватить ее за руку, он изо всех сил пытается ее вытянуть, а жена стоит и не помогает ему, а говорит: «Отпусти ее, пусть падает». И девушка разбивается. Поведение ученицы можно списать на какое-то психическое заболевание. Она явно была не в себе. Учитель, бедный, как мог, отбивался от нее, но поведение жены было, мягко говоря, странным. Муж говорит ей: «Я уволюсь и перейду на другую работу тренером». Жена возражает, мол, ЗП будет маленькой, стабильности нет. Муж ей говорит, что эта ученица влюблена в него и проходу ему не дает. Жена типа: «Да в этом возрасте они все такие». Я так и не поняла, любил он эту ученицу или она была просто занозой, но когда он вынес мусор, сел на лавочку и слезы потекли по его щекам, наверное, вспомнил ученицу. А зачастую в жизни так и бывает, наверное. Мужчины сами по себе инертны, женился, все устраивает, и женщины на стороне чаще бывают по инициативе самих женщин. Конечно, бывают исключения. В фильме мужа очень жалко, тем более, что исполняет эту роль Чан Хёк. Мне почему-то кажется, что в реальной жизни он хороший муж и отец. Всем рекомендую, сюжет напряженный, захватывает. Мне показалось, что фильм о том, что если в твоей жизни есть то, чем ты дорожишь, то ты должен быть крайне осторожен и осмотрителен в своих поступках. Иначе однажды все это может обернуться против тебя самого. На этом все. Всем пока.